как говорят, жестокость поражает только жестокость. Отчасти это действительно так. В первую очередь это относится к людям, которые в силу своего физического или социального превосходства проявляют неоправданное насилие по отношению к братьям нашим меньшим. В этой истории вера в собственную безнаказанность сыграла злую шутку с участниками этой истории, поставив их тем самым в неловкое положение. Случилось это в лесах Забайкальского края много лет назад. В ту пору, когда этот край наслаждался коротким северным летом, однажды рано утром жителей отдаленного поселка разбудил тревожный звон на колокольне старой церкви. Выйдя на улицу, люди увидели, что изба председателя окутана ярким пламенем. Пожар, к счастью, удалось потушить, и никто из жильцов дома серьезно не пострадал. При осмотре места происшествия была выдвинута версия о том, что возгорание произошло от керосиновой лампы, которая упала со стола на веранде дома. Все выглядело логично и правдоподобно. Но было одно «но». На рыхлой почве, около сгоревшей усадьбы, отчетливо просматривалась цепочка волчьих следов. Тогда никто из жителей деревни, кроме егеря, не придал этому особого значения. Старый охотник обратил внимание на то, что зверь припадал на заднюю лапу, оставляя при этом характерный след. Только жители поселка оправились от столь шокирующего события, как через неделю деревню вновь облетела тревожная весть. У местного фермера Ивана за одну ночь матерый волк вырезал гурт скотины. Мужчина решил заняться разведением овец и приобрел для этого с десяток молодых особей. Фермер вложил в это предприятие все деньги и теперь пребывал в состоянии глубокого отчаяния. Прибывший на место происшествия егерь снова обнаружил следы хромого волка. Старика насторожил тот факт, что хищник выбрал именно этот гурт, ведь он находился в очень защищенном месте. Ведь волк мог напасть и на соседских овец, которые мирно паслись в открытом загоне. Жители поселка тогда в открытую забеспокоились об угрозе волков в регионе. Все стали требовать от егеря принять меры, но опытный охотник не спешил с выводами, пытаясь выиграть время, необходимое для поимки хитрого зверя. Вскоре, после случая с овцами, пожилой егерь наткнулся в лесу на попавшего в медвежью яму охотника, который, по слухам местных, не брезговал заниматься браконьерством. Обезумевший от страха, мужчина рассказал, что его несколько часов подряд преследовал в лесу прихрамывающий волк. Браконьер, спасаясь бегством, попал в яму. При падении он сломал ногу и самостоятельно выбраться уже не мог. Мужчина вытянул пострадавшего и довел до сторожки, где и оказал ему первую помощь. Вдруг старик пристально посмотрел браконьеру в глаза и попросил его рассказать всю правду о том, в чем, судя по всему, еще были замешаны председатель и фермер. Тогда охотник, виновато опустив глаза, начал рассказ. Как 3 года назад, на день рождения председателя, они втроем решили поохотиться. Им очень повезло, подвыпившие охотники напали на след волчицы с выводком. Загнав несчастных животных в ловушку, они убили серую хищницу и ее волчат. В этой бойне удалось выжить только одному волчонку, которому пуля повредила сухожилие на задней лапе. Детеныш лежал прикрытый телами своих братьев, и сволочи, посчитав хищника мертвым, не стали его добивать. Протрезвев, мужчины решили не рассказывать никому об этом случае. Но судьба, видимо, распорядилась иначе. Теперь для старого егеря все стало на свои места. Он был уверен, что волк, отомстив за сородичей, больше не проявит себя. Стоит обратить внимание на то, что догадки мужчины впоследствии подтвердились. Хромого волка больше никогда не видели в окрестных лесах. Сложно сказать, как скоро людское правосудие наказало бы виновников лесной трагедии. Скорее всего, эта история так и осталась бы неизвестной. Спасибо, дорогие зрители, что дослушали до конца. Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.